В сегодняшнем видео мы рассмотрим альтернативные варианты загрузки файлов на сервер. Это бывает полезно в тех случаях, когда мы получаем удаленное управление при помощи эксплойта, но урезанный баш не дает нам возможности загружать файлы на сервер. Если данное видео окажется вам полезным, рекомендую подписаться на мой канал. Здесь я рассказываю полезные приемы, которые помогают во время проведения пентестов. Сегодня я скачал с сайта WoolnHub очередную виртуальную машину для решения задач по пентесту. Виртуальная машина называется Django V. И, как говорит разработчик в заметках, секрет данной виртуальной машины в переборе. В данный момент меня очень сильно испугал, потому что не люблю задания, где нужно что-либо перебирать. Но спойлер, нам это не пригодится сегодня. И вообще сегодня нам пригодится минимальное количество инструментов. Нам даже не понадобятся какие-то особые скрипты в Kali Linux. 90% всего мероприятия будет происходить на операционной системе Windows. Скриптом Nmap я уже просканировал наш IP-адрес 192.168.1.8, и Nmap нам показал, что на виртуальной машине работает порт 21, то есть FTP, и порт 80 это Apache. Если мы перейдем в наш веб-браузер по адресу 192.168.1.8, нас встретит вот такая страничка. Здесь мы видим директорию, сайт, в который можно перейти, и откроется наш лендинг. В меню мы здесь видим три кнопки: About, Projects и Buscar. Если мы перейдем на страницу Buscar, то нас встречает скрипт buscar.php, в который нам предлагают ввести get-параметр. Долго не будем думать, попробуем ввести команду ls. Видим, что данная команда выполнилась, а значит здесь на сайте присутствует уязвимость внедрения кода, о которой я говорил в одном из прошлых видео. Команда ls выводит содержимое директории. Здесь мы видим уже мои файлы, которые оказались на виртуальной машине в ходе моих экспериментов. Разумеется, я данную виртуальную машину уже решал, и здесь очень много моих файлов. Мы можем посмотреть, какие директории у нас есть на сервере. Видим, что мы можем добраться до корневой папки. И давайте попробуем прочитать наш passwd. Чтобы прочитать passwd, нам нужна команда cat. И видим, да, действительно у нас здесь есть список всех пользователей на сервере. Можем открыть страницу через исходный код страницы, так оно будет отображаться по-человечески. В глаза бросается, что здесь у нас есть FTP пользователь. И есть пользователь Django V01. Хорошо, давайте вернемся на нашу уязвимую страницу. Попробуем посмотреть, какие директории у нас еще здесь есть. И из родных файлов здесь присутствует папка WordPress. Давайте посмотрим, что в нашей папке WordPress. В папке WordPress у нас лежит файл config.php и index.html. Нас интересует файл config.php. Давайте его попробуем распечатать. На экране у нас ничего не отображается. Давайте посмотрим страницу в исходном виде. Здесь мы видим наш файл config.php. Похоже, что это какой-то файл, который отвечает за подключение к базе данных. И здесь мы видим пароль от базы данных и имя пользователя. Давайте попробуем использовать эти данные для авторизации по протоколу FTP. Для этого я буду использовать Kali Linux, потому что на виртуальной машине у меня лежат все необходимые для работы файлы, в том числе и наш agent.php. Для подключения по FTP мы используем команду FTP 192.168.1.8. Все правильно. В качестве имени мы укажем имя, которое мы нашли в passwd. В качестве пароля используем пароль из конфига. Жмем Enter и видим, что авторизация прошла успешно. Мы подключились по FTP. Давайте попробуем что-нибудь залить на наш сервер.
И видим, что, к сожалению, залить файлы мы не можем. В качестве следующей задачи я предлагаю зафиксироваться на нашем сервере при помощи нашего агента.php. Агент.php это файл, который генерируется при помощи утилиты, vivali. О данной утилите я рассказывал в одном из прошлых видео. После генерации PHP файла мы можем залить его на наш сервер в качестве бэкдора, и с помощью этой же утилиты мы можем подключаться к нашему агенту. Возникает вопрос, как мы зальем наш агент на сервер, если FTP в нашем случае недоступен. Так как на нашем сайте есть уязвимость внедрения кода, то мы можем вводить сюда команды по типу echo 1, 2, 3, 4 и видим, что сайт возвращает нам данную строку. Таким образом мы можем вводить сюда команды и перенаправлять вывод в какой-нибудь текстовый файл. Таким образом мы можем создавать файлы прямо из строки ввода в браузере. На этом моменте я столкнулся с интересной задачей, так как если посмотреть на наш агент.php, то мы увидим, что он содержит разные спецсимволы. Например, вот здесь вторая строка $n равняется. Если мы введем эту команду в терминале, echo $n, то echo вернет нам просто равно, так как терминал Linux предполагает, что $n это какая-то переменная, о которой он ничего не знает. Как с этим бороться? Бороться с этим можно при помощи экранирования. Экранирование в Linux у нас происходит за счет слэша. Видим, что указав слэш, мы можем вывести на экран необходимую нам строку. На этом моменте я пытался экранировать все данные строки. Их здесь очень много. Экранировать нужно не только доллары, но и кавычки, точки с запятыми. Я составил все 10 строк, которые я заэкранировал, но, к сожалению, результат оказался не совсем положительный. И я решил данный метод сделать более универсальным. Здесь на экране мы можем видеть мои наработки. Что здесь происходит? Открывается и закрывается тег PHP. Естественно, тут все нужно экранировать слэшами. Дальше мы создаем файл, который называется es.php. И вторым параметром мы передаем то, что хотим сохранить в наш файл. Base-decode декодирует содержимое base64. Ему в качестве аргумента мы передаем строку base64. В этой строке лежит закодированный наш агент.php. Разумеется, каждый спецсимвол здесь экранирован. И теперь мы можем перейти в burp, чтобы закодировать данную строку в URL формат. В окне бурпа мы переходим на вкладку Decoder, вставляем нашу строку и нажимаем Encoded as URL. Получается такая страшная строка, но теперь данная строка будет восприниматься абсолютно корректно. Забыл добавить, что нам нужно написать здесь echo и добавить перенаправление в какой-нибудь файл. Назовем его exp.php. Уже теперь мы берем нашу строку, закодированную в URL, и вставляем ее в качестве get параметра. Видим, что ничего не произошло, но если мы сейчас укажем команду ls, то на нашем сервере появится файл exp.php. Давайте попробуем вывести его содержимое. Видим, что декодирование URL прошло удачно. Видим, что все спецсимволы остались у нас на месте. А значит, данный скрипт вполне готов к использованию. Давайте перейдем по этому пути. exp.php. Скрипт выполнился, и теперь у нас в нашей папке должен появиться файл es.php. Он действительно появился. Давайте попробуем его вывести командой cat. Посмотрим исходный код страницы. Вот наш скрипт. Давайте убедимся, что все символы остались на месте. Это я буду делать при помощи Notepad++. Так, откроем два новых окна.
nav1 это будет наш конечный результат. И создадим еще одно новое окно, в которое поместим наш оригинальный код агента.php. Идем во вкладку Compare и видим, что наши два файла сравнились, и мы можем посмотреть их отличия. Как видим, отличий здесь не наблюдается, то есть ничего особо не подсвечено. Единственное, что здесь есть переносы строк, но это не критично. К примеру, если бы наш файл как-то отличался, например, добавим сюда AAA, снова идем в нашу вкладку, видим, что отличающийся элемент, он подсвечивается оранжевым цветом. Это очень удобный инструмент, когда нужно сравнить два каких-то файла на наличие каких-либо изменений. Хорошо, теперь мы знаем, что у нас на сервере есть наш агент.php, в нашем случае это es.php. Мы знаем, что он никак не изменился, то есть корректно должен работать. Для подключения к данному скрипту я буду использовать Kali Linux, а точнее его утилиту Vivali. В качестве параметра мы ему передаем путь к нашему файлу http 192.168.1.8. Наш агент лежит в директории site. Дальше указываем es.php и пароль, который мы указали при генерации агента. Пытаемся ввести команду ls и видим, что мы действительно внутри нашего сервера и можем использовать базовые команды терминала Linux. Давайте попробуем перейти в корневую директорию. Делаем sd назад, sd в home. Смотрим, что мы не перешли. Пробуем еще раз. Так, sd home. Смотрим, какие здесь есть пользователи. Видим пользователя одного нашего. Переходим в его директорию и видим здесь user.txt. Это наш первый флаг. Вот так он выглядит. Следующим этапом нужно найти эксплойт для получения root доступа, но я по традиции этого делать не буду, оставлю это людям, которые захотят пройти данное задание самостоятельно. Единственное, что я дам небольшую подсказку. Команда uname показывает версию ядра 4.4.0-31 generic. Если загуглить данную версию, то мы сможем найти ряд эксплойтов. Эксплойты под данную версию ядра действительно есть. Остается вопрос, как их загрузить на наш сервер. Так как FTP у нас не работает, мы можем проделать данную операцию с помощью небольшой хитрости, которую мне подсказали. Вот, допустим, у нас есть код эксплойта. Зайдем в терминал и введем вот такую хитрую команду. Здесь мы укажем в начале, какой файл нам нужно преобразовать. exp.c. Что здесь происходит? Команда xxd -p название файла, она отобразит наш файл в хексах. Дальше seed поместит в начало каждой строчки эхо, ну и другую необходимую информацию. Сейчас вы поймете. Запускаем команду и видим, что у нас генерируется массив строк, которые по сути делают то же самое, что мы делали в начале. Они перенаправляют вывод в text.c. Теперь мы можем скопировать все эти команды. Перейти в наш агент PHP, там где у нас открыта сессия с бэкдором. Можем вернуться назад, зайти в папку temp, то есть tmp. И вставить сюда наши команды. Отлично. Пишем ls и смотрим, что у нас во временной папке появился файл text.c. Теперь мы можем его скомпилировать и запустить для попытки повышения привилегий, то есть стать root пользователем. Задание мне крайне понравилось, оно оказалось очень приятным, незаморочливым. Несмотря на то, что оно очень простое, здесь пришлось решить ряд некоторых трудностей. Например, по ходу выполнения данной программы я наконец-то научился нормально экранировать спецсимволы в Bash, что, собственно, и являлось самой большой сложностью по ходу выполнения этого задания.
Я посмотрел решения других исследователей по поводу этой виртуальной машины. Почему-то у некоторых исследователей получилось загрузить файлы через FTP протокол. Это, конечно, сразу избавляет нас от большинства проблем, связанных с загрузкой всяких эксплойтов на наш сервер. Но, тем не менее, я считаю, мое решение тоже имеет место быть, так как альтернативные варианты прохождения, мне кажется, намного более интересны, чем варианты, которые предоставляет поисковая выдача Гугла.